Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Рецепты вкусной кухни. Сегодня делюсь с вами очень вкусным рецептом хачапури по-аджарски. Я уже просеял 500 грамм муки, теперь смешаю жидкие ингредиенты. Понадобится 100 мл теплой воды, 150 мл теплого молока, растопленное сливочное масло, можно не до конца, как у меня. Главное, чтобы оно было мягким. И одно куриное яйцо. Смешиваю все ингредиенты между собой до однородности. Сливочного масла я использую ровно 30 грамм. Но вы можете использовать растительное масло. После того, как соединил все жидкие ингредиенты до однородности, я беру уже просеянную муку. И в муку добавляю 7 грамм сухих дрожжей, чайную ложку соли и 2 чайных ложки сахара. И хорошо смешиваю все ингредиенты между собой, чтобы соль, сахар и дрожжи равномерно распределились в муке. После того, как хорошо перемешал сухие ингредиенты между собой, делаю углубление и отправляю в муку теплые жидкие ингредиенты. Жидкие ингредиенты должны быть температурой примерно 30-40 градусов. Сначала смешиваю жидкие ингредиенты с сухими ингредиентами лопаткой до того момента, пока не соберу их в комок. Друзья, жидкие ингредиенты должны быть не комнатной температуры, а теплые. Это для того, чтобы привести в активность бактерии дрожжей. После того, как тесто собрал лопаткой, продолжаю его вымешивать руками. Тесто слегка липнет к рукам. И я добавлю буквально 1 столовую ложку растительного масла. Но не больше, чтобы тесто не потекло. Вот такое вот мягкое тесто получается. После того, как замесил тесто, накрываю миску полотенцем. И тесто отправляю в холодную духовку на расстойку на час-полтора. Друзья, прошло чуть больше часа. Тесто поднялось больше, чем в 2 раза. Посмотрите, какое воздушное, пышное тесто. Теперь стол припорошу мукой и отправляю тесто на рабочую поверхность. Немного его разомну. Тесто, смотрите, эластичное, мягкое. Одно удовольствие с таким тестом работать. Сделаю вот такой колбаской. И разделю тесто на 3 равных части. Друзья, каждый кусочек теста я взвесил на весах, чтобы они были одинаковые по весу. Из указанного количества теста можно приготовить 4 средних или 3 довольно больших хачапури. Каждый кусочек теста, загибая вот так вовнутрь, я превращаю в шарик и даю тесту отдохнуть под полотенцем примерно 10 минут. Пока тесто отдыхает, подготавливаю начинку. Традиционно для хачапури по-аджарски используют эмеретинский сыр и сулгуни. Но у меня нет возможности приобрести этих 2 вкусных сыра, поэтому я использую сыр фета и моцареллу. Теперь в сыр добавляю буквально 2-3 столовых ложки сливок. Вместо сливок вы можете использовать молоко. Хорошо перемешивая все ингредиенты. Сырная масса должна получиться вот такой вот менее рассыпчатой. Начинку я также поделю на 3 равных части. После того, как приготовил начинку, беру одну из частей теста. Смотрите, какое пышное, подошло отлично. И просто его вот так вот руками растягиваю. Вы можете раскатать тесто скалкой или растянуть его руками на столе. Но мне удобнее делать это на весу. Тесто, смотрите, само тянется отлично и приобретает форму овала, как и нужно. Теперь по краям теста выкладываю начинку, распределяю ее. И края
подворачиваю вот таким вот образом. И соединяю концы будущего хачапури. Для приготовления хачапури я использую 750 грамм сыра. Создаю лодочку и переношу заготовку на противень для запекания. Застеливаю пергаментной бумагой. Как я уже говорил, я готовлю 3 хачапури. Третья заготовка находится у меня на другом противне, и она будет выпекаться отдельно. И в заготовке выкладываю начинку. Хачапури по этому рецепту получаются очень вкусными. Но особенно для любителей сыра это блюдо просто великолепное. Заготовки смазываю желтком и отправляю в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. За 5 минут до готовности хачапури выкладываю желток и отправляю их доготавливаться. Прошли 20 минут, хачапури готовы. Друзья, если вам понравился этот вкусный и простой рецепт хачапури по-аджарски, ставьте лайк этому видео и оставляйте под видео комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видеорецепты. Всем пока и до новых рецептов!